Настал тот момент, спустя год и несколько месяцев, как я живу в Праге, и хочу таки уже поделиться об этом и рассказать всем вокруг, как мне здесь живется, как я люблю, не люблю Прагу, что мне нравится. За весь год, как я живу в Праге, мне мои друзья, моя семья, знакомые задают 1001 вопрос, как я переехала, как я нашла работу, как мне здесь живется, какой чешский язык, какой чешский менталитет, нравится, не нравится и так далее. Переехала я в Прагу год назад, меня нашли на LinkedIn и, в принципе, предложили мне работу. Это очень короткая версия истории. Я думаю, что я сделаю еще одно дополнительное видео о том, как в деталях я переехала, какой был оффер, как я получила визу, и опишу весь процесс с документацией, сложностями, нюансами и так далее. А сейчас просто расскажу, что меня нашли на LinkedIn. На тот момент он уже был заблокирован, и можно было тут заходить на него только через VPN. Я его часто очень использовала на своей предыдущей работе, поэтому для меня он был таким первоначальным источником, ресурсом новых контактов и потенциальных возможностей в новой работе. Ну и, в общем, я получила предложение по работе, я, естественно, на него согласилась. Меня перевезли в Прагу, помогли мне с визой. Я нереально счастлива, что я живу в Праге. Я с детства очень... Ну, как с детства? Я где-то со школьных, с университетских лет начала мечтать о том, чтобы переехать в другую страну. Родители, в принципе, меня и мою сестру подталкивали к тому, что за границей больше возможностей, за границей можно набраться больше опыта. И, собственно, поэтому, когда я переезжала в Чешскую Республику, я была настолько счастлива, хотя я ни разу не была ни в Праге, ни в Чехии, я даже не знала, как, в принципе, выглядит Прага. Самые первые два момента, с которыми я столкнулась при переезде в Чешскую Республику из России, были язык и менталитет. Ну, третий маленький момент — это, конечно, другая валюта, к чему тоже нужно привыкать, потому что ты постоянно думаешь, так, это стоит 100 крон, а 100 крон эквивалентно 320 рублям, если я не ошибаюсь. И ты начинаешь этот пересчет постоянно, и к этому я все еще сейчас, даже спустя год, еще не до конца привыкла, и некоторые моменты я пересчитываю на рубли, чтобы понять, насколько это дорого. Немножко ушла от темы. Ну так вот, язык и менталитет. Естественно, чешский язык, он похож, для меня, по крайней мере, он похож на смесь польского и украинского, наверное. Плюс некоторые слова, в частности, например, номера, они практически идентичны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Язык — это ладно. В Праге, на самом деле, очень многие люди разговаривают на английском языке. Интернациональная часть населения достаточно большая. Экспатов очень много, русских очень много, и поэтому в моем случае конкретно, например, мотивации к изучению чешского языка плотно особо не было, потому что я работаю в интернациональной компании, то есть я провожу практически весь день на работе, да, где я общаюсь только на английском языке, затем прихожу домой, молодой человек у меня из Англии, я с ним общаюсь тоже на английском языке, ну и какая-то часть остального общения, да, у меня идет на русском с семьей, друзьями. Единственное, у меня возникает проблема, когда нужно оформлять какие-то бумажки, документы, визовые вопросы, да, и вся эта бюрократия, она идет через иммиграционный офис, через иммиграционную полицию, консульство и так далее, и 80% людей там, опять же, на моем опыте, принципиально не говорят по-английски. Но в этом случае, опять же, можно нанять переводчика. Причем в одном миграционном офисе переводчика можно попросить бесплатно, просто чаще всего там большие очереди, и нужно записываться заранее. В принципе, по теме языка я скажу это все. У меня здесь есть знакомые, которые рьяно выступают за изучение чешского языка, что я поддерживаю всем сердцем и всеми руками за. Просто это не мой случай, не мой вариант. Я все равно чешский учу, просто в очень ленивом режиме, на базовом уровне. В принципе, объясниться я на чешском с как некой жестикуляцией я могу. Следующий момент — это менталитет. К нему я все еще привыкаю, потому что чехи, они очень интересные люди, в хорошем смысле, я не имею ничего плохого к ним совершенно. Просто большинство из чехов, которые встречались мне, они, во-первых, они изначально очень закрыты, у них очень большая дистанция относительно всех других людей, и я человек тактильный, я человек общительный, я человек
социальный, и если мне кто-то нравится в общении, да, например, я вижу обалденного музыканта, и я хочу подойти и сказать: блин, ты классный, я вот, можно тебя, пожалуйста, обниму, давай так обменяемся некой энергетикой, да, пообщаемся, расскажи что-нибудь там про себя. Большинство из чехов начинают шарахаться, они просто так, погоди. Может быть, это связано еще с тем, что большинство чехов, которые я знаю, они либо связаны как-то с IT-индустрией, да, либо с музыкой, что в обоих случаях дает комбинацию очень интересных людей с интересным майндсет и очень уникальным мышлением, да. Поэтому, может быть, еще исходя из того, с кем я общаюсь, такие люди все-таки мне попадаются. Нахожусь я здесь по рабочей визе. Когда дают разрешение на работу в Чешской Республике, визу в паспорт не вклеивают, дают вот такую карточку, на которой указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес вашей регистрации в Чехии и некое родное число. Это, в принципе, ваш идентификационный номер Чешской Республики. Дается эта карта вплоть до 2 лет. У меня моя карточка действует до следующего года, то есть через 2 года мне нужно будет либо принести новый контракт с нового рабочего места, где я буду работать, либо обновить контракт с текущего рабочего места, чтобы мне эту карту просто еще раз перевыпустили на следующие 2 года. И через 5 лет я смогу получить, то есть уже, получается, через 4 года я смогу подать на ПМЖ. Когда подаешь на постоянное место жительства в Чешской Республике, нужно сдать экзамен на чешский язык и на историю Чешской Республики. Достаточно частый вопрос мне еще поступал: не скучаю ли я по дому, насколько сложно жить вообще за границей, насколько сложно жить далеко от русской души, от привычных праздников, потому что праздники здесь некоторые бывают... Потому что праздники некоторые здесь отличаются, даже если даты совпадают. То, как европейцы отмечают, например, даже тот же самый Новый год, это совершенно разная история. Адаптация изначально была очень тяжелой, честно говорю, мне первые месяца 2-3. Я, наверное, в жизни никогда не испытывала депрессии, пока не приехала сюда и не начала жить в другой стране сама. То есть одно дело переехать, например, из Тюмени в Санкт-Петербург, да, где у меня были какие-то школьные друзья, где у меня были университетские друзья, где у меня живет бабушка, то тут ты приезжаешь и нет никого. Понятно, что ты также можешь позвонить своим друзьям, но это не то. Личного общения не хватало колоссально. Период этой адаптации тяжелый прошел. Я начала вытаскивать себя на улицу, начала ходить на встречи экспатов. Я нашла танцевальную команду, с которой мы выступали в Чехии и занимали 1, 2, 3 мест, что было вообще нереально просто. Я нашла каллиграфию, я нашла вокал, я нашла радио. И адаптация прошла, она сошла с очень агрессивной точки давления на себя сразу в гладь, да. И сейчас я чувствую себя здесь как дома на 100%. Иногда, конечно, возникает желание: блин, вот сейчас бы съесть вареников с картошкой, да, там, или бабушкиных блинов, или маминой пасты, или папиной рыбы, или папиной картошки с курицей, вообще, или вот, а вот сейчас вот там-то классно, да, а я вот на Камчатке в России не была, и на Сахалин не съездила, очень хочу, и на Байкале я не была, но больше все-таки скучаю именно по людям. Несколько маленьких советов, которые я могу дать по поводу переезда в Чешскую Республику: это изначально изучите, куда вы едете. Хоть я упомянула вначале, что чешский язык учить на самом деле не прямо так обязательно, но это зависит от цели вашего пребывания здесь. Если вы едете в Прагу, в Чешскую Республику, в целом учиться, либо работать на не интернациональную компанию, чешский язык вам учить придется 100 пудов. И не только на базовом уровне, чтобы вы смогли поддержать более чем просто базовый разговор. Следующий нюанс на самом деле относится ко всем странам, неважно, куда вы едете. Постарайтесь распланировать себе время так, чтобы у вас хватало его на то, чтобы вытащить себя из дома и пойти заняться тем, что вам нравится. Чем больше разных мест вы посещаете, тем шире ваш круг общения. Большинство моих знакомых, кто приезжает сюда, пишут: Прага вообще просто дешевая. Либо я не знаю, потому что, живя здесь, я сейчас понимаю, что, например, цены на аренду жилья дороже, чем в Питере. Что здесь дешевле? Это общественный транспорт. Общественный транспорт
Система общественного транспорта здесь не может не радовать, потому что в месяц вы можете купить билет за 550 крон, умножаем это все на 3,2, за 550 крон, что примерно где-то 1700 рублей. В этот билет будет входить поездки на любом виде общественного транспорта в течение 30 дней. Безлимитно. Самое, конечно, удобное, что лимита на поездки никогда нет. Один момент, проверяют здесь билеты не тогда, когда вы входите в общественный транспорт, а рандомно сотрудники метро, либо сотрудники транспортных компаний, и рандомно проверяют людей, показывая им маленький брелочек. Я, если честно, в первый раз подумала, что мне что-то пытаются продать. Я очень рьяно упиралась, говорю, я не буду у вас ничего покупать. Раньше штраф был 800 крон за отсутствие билета, если вы находитесь в общественном транспорте. Сама инфраструктура общественного транспорта нереально классно развита. В Чехии очень много гигантских национальных парков с тропами для хайкинга разных уровней, от самой начинающей, где ты просто идешь по плоской земле, до красных дорожек, где там ты чуть ли не карабкаешься в горы и наблюдаешь нереальные виды. Спустя год ехать в Россию я не собираюсь, я наслаждаюсь жизнью в Чехии. Я надеюсь, что вам было приятно смотреть это видео, и да, увидимся позже. Ahoj!